Здравствуйте! В этом видео мы погрузимся в малоизвестную историю христиан в Османской империи, обсудим роль янычар, влияние Константинопольского патриархата и националистические восстания, ставшие предвестниками Первой мировой войны. Османское государство возникло в конце 13 века в северо-западной Малой Азии, а его основатели происходили из тюркских племен, переселившихся в регион после XI века. В это время Византия уже находилась в упадке, вызванном ростом бюрократии, больших расходов и неэффективностью управления. Османское государство жило по законам ислама, которое считало христиан людьми книги, и поэтому выше, чем язычники или идолопоклонники. Во многих отношениях положение христиан было гораздо легче, чем положение нехристиан или даже еретиков-христиан в средневековой Европе. В условиях византийских раздоров греческие города Малой Азии нередко добровольно отдавали себя под покровительство османов. После взятия города Бурсы, который османы сделали своей столицей, ее жители не столкнулись с насилием. Лидер гарнизона принял ислам и получил титул бея за терпение во время осады. Османы создали особое войско – янычар, в которые принудительно набирали детей из простых христианских семей. После обучения и принятия ислама их ставили управлять над всеми, в том числе знатными тюркскими мусульманами. Султан считал нежелательным брать детей мусульманских феодалов из-за их родственных связей и гордости своим положением. Поэтому, несмотря на значительную долю терпимости к христианам, они массами переходили в ислам, так как это открывало доступ к почестям и денежным выгодам. Этому способствовала поверхностная христианизация Византии, которая проводилась ранее. Янычары были первой современной постоянной армией в Европе, которая обеспечила османам дальнейшее завоевание. Налог джизья, собранный с христианских и еврейских общин, была одним из основных источников налоговых доходов османской казны. Подписывайтесь, пишите комментарии и ставьте лайки. В 1424 году под власть Османской империи попали афонские монастыри. Они платили дань и взамен пользовались привилегиями и автономией. Афон стал центром противодействия Флорентийской унии с католичеством, на которую пошел византийский император ради сохранения своей власти. Объединение с Римом не приняли также широкие слои населения, включая духовенство. В 1453 году, когда пал Константинополь, многие расценили это событие как освобождение от тиранической власти императора, принуждавшего их к унии. Монах Геннадий Схоларий, ставший первым патриархом при султане, писал: «Лучше турбан турецкий, чем тиара латинская». При османах столица стала именоваться Стамбулом, половину церквей превратили в мечети, в том числе собор Святой Софии, но в другой половине христианские богослужения продолжались при полной терпимости со стороны властей. После захвата Константинополя султан Мехмед II решил официально установить религиозные автономии, которые впоследствии стали известны как милеты. В каждой крупной религиозной общине был назначен лидер, ответственный перед османской властью за свою паству, в том числе уплату налогов. За это он наделялся властью над ней, получив право судить и назначать наказания внутри своего милета, вплоть до смертной казни. Приговоры обыкновенно без возражений приводились с османами в исполнение. Константинопольский патриарх управлял так называемым римским милетом, в который входили все православные, в том числе патриархи Александрии, Антиохии, Грузии. Престиж церкви фактически возрос, а греческая аристократия Фанара, район патриархата в Стамбуле, получила монополию на назначение епископов. Они продвигали греческий язык и культуру, способствуя эллинизации других православных народов. Все неправославные христиане вначале входили в армянский милет. Армяне и греки сохраняли чрезвычайно важную роль в экономике, особенно в торговле и производстве. Греки-фонариоты традиционно занимали должности писарей и переводчиков, и поэтому в дипломатии играли важную роль. Армяне были особенно сильны в ювелирном и банковском деле, и греки и армяне продолжали заселять большие территории Малой Азии. Вначале Османская империя не знала крупных конфликтов со своими подданными христианами. Одним из самых известных было восстание правителя Валахии Влада III Цепеша, которое не получило массовой поддержки и сопровождалось чудовищной жестокостью. Он был известен своей склонностью сажать своих врагов на кол и получил прозвище Дракула за то, что он был принят в католический орден дракона. В дальнейшем в Румынии в период османского владычества местные власти порой проявляли крайнюю жестокость. Эта жестокость была частью попыток продемонстрировать свою преданность османским султанам и сохранить свою власть в условиях вассалитета. Сначала большинство населения Османской империи составляли христиане, поскольку империя расширялась преимущественно на Балканах. Позднее с завоеваниями на Востоке численность мусульман увеличивалась. Османами была запрещена любая христианская миссия или обращение среди мусульман, что считалось тяжким преступлением. На строительство, ремонт, размеры и колокола православных церквей налагались особые ограничения. Большинство жителей города перешли из своей изначальной православной веры в ислам. Первые обращенные в ислам были выходцами из рядов балканской знати и военной элиты. Из католицизма в ислам перешли большинство в Боснии, Албании, Косово. Османы не препятствовали деятельности протестантских миссионеров, пока те ограничивались проповедью среди православных христиан.
Протестанты добились успеха в Венгрии, где сначала преобладали лютеране, а с середины XVI века стал популярным кальвинизм, более строгий в плане моральных норм и церковной дисциплины. Город Дебрецен стал известен как Венгерская Женева. К концу XVI века около 90% жителей Османской Венгрии были протестантами, большинство – кальвинистами. В соседней Трансильвании популярным стало унитарианство, которое отрицало Троицу. По Торскому эдикту деревни и города этого края получили право сами избирать себе проповедников. Это был первый указ о религиозной свободе в современной Европе. Османская империя подписала договора капитуляций о взаимной защите религиозных прав с другими странами, сначала с Генуей, Венецией, Францией. В ходе конфликта с католиками протестанты в Европе пытались привлечь православных на свою сторону. Идеи протестантизма поддержал патриарх Константинопольский Кирилл Лукарис. Став патриархом, он опубликовал в Женеве в 1629 году исповедание веры, близкой к кальвинизму. Большинство православных богословов осудили его учение как еретическое. Под влиянием профранцузской и проавстрийской партий Кирилл Лукарис был казнен османскими властями. Сопротивление османской власти стало более активным и организованным в конце XVI века, когда османы установили жесткий контроль и система налогообложения стала более обременительной. На венгерских рубежах, несмотря на перемирие с Австрией, постоянно сохранялась напряженность. Приграничные правители и атаманы, как мусульманские, так и христианские, регулярно совершали набеги на земли противника, что привело к созданию своеобразных полупреступных и полуповстанческих групп гайдуков, ускоков, марлаков, дели, акинджи и других. Банды гайдукских племен в основном насчитывали по 100 человек каждая, с жесткой иерархией под руководством одного лидера. Они обычно были как партизанами против османского владычества, так и просто бандитами и разбойниками. В 17 веке начался упадок османского войска. Оно было вызвано тем, что янычары начали недовольствоваться практикой, когда их собственные дети, которые были мусульманами, не могли попасть в их ряды. Под их давлением султан разрешил им поступать на службу. Последствия этого не замедлили проявиться в падении дисциплины и снижении эффективности армии. Проявилась тенденция к занятию ремеслами и торговлей. В 1705 году произошло последнее известное упоминание о принудительном отборе детей из христианских семей. В ходе Великой Турецкой войны конца 17 века османы были побеждены христианским альянсом во главе с Габсбургами. На территорию Австрии переселялись восставшие сербы. Габсбурги начали активно внедрять контрреформацию на освобожденных территориях протестантской Венгрии. В 1690 году великий визирь Мустафа Кепрелю, пытаясь остановить упадок империи, издал указ Низамит Дждид – новый порядок, установивший максимальные нормы поголовных податей, взимаемых с христиан, но закон этот не имел практического применения. Это и другие меры были недостаточны для того, чтобы примирить христиан с турецким гнетом и раздражали янычар и турок. Сербы вновь поддержали Австрию в войне 1714-1718 годов, которая завершилась присоединением к ней Северной Сербии с Белградом. Но они были разбиты в следующей войне с турками 1737-1739 годов. Многие сербы вынужденно переселялись на территорию Габсбургов, но позже оказалось, что Австрия ограничивает православную церковь, требуя подчинения Риму. Сербов активно мобилизировали и не давали гражданских прав, поэтому они предпочли вернуться под власть Османской империи. Сербы поступили на службу в тыл турецких войск, подтвердив свою лояльность и получили самоуправление. Сербы и греки разочаровались в австрийцах и повернулись к русским, которые не только побеждали османов, но и были православными. В это время действия российского флота провоцировали и вдохновляли восстание в Османской империи. По Кючук-Кайнарджийскому мирному договору Россия считала, что получила право покровительства православных христиан в Османской империи. В общем, к концу 18 века христиане составляли не менее трети населения Османской империи, а в ряде балканских провинций численно преобладали над мусульманами. Несмотря на ряд ограничений, христиане не подвергались гонениям, а в городской среде многие торговцы-христиане пользовались привилегиями благодаря протекции европейских консулов. С ростом влияния западных держав и России процесс обращения в ислам замедлился, и османы были вынуждены закрыть глаза на повторное обращение многих своих подданных в христианство, хотя отступничество было запрещено по страхам смертной казни. Под влиянием идей французской революции и египетской кампании Наполеона Балканы затронул подъем национализма, прежде всего среди греков и сербов. Притеснения со стороны янычар вызвали в 1704 году народное движение в Сербии под руководством Карагеоргия. Несмотря на поддержку России, оно в итоге было подавлено. Вскоре началось Второе сербское восстание, которое привело к признанию автономного сербского княжества. Это способствовало восстанию в Валахии и Греции, поддержанному Россией. На сторону османов стал австрийский канцлер Меттерних. Он считал национальные движения опасными для владений Габсбургов, которые были населены разными народами. Россия с помощью своего флота оказала решающую роль в Наваринской битве и признанию независимости греков. Был провозглашен Элладский патриархат,
что значительно ослабило власть Константинопольского патриархата. Османские власти считали его ответственным за восстание, поэтому разрешили создание других православных милетов и поддерживали внутренние конфликты. Если греки мечтали о воссоздании на месте Турции Великой Греции, то болгары призывали к использованию богослужений и церковного образования церковнославянского вместо греческого. После поражений султан также пошел на ликвидацию неэффективного янычарского корпуса и ряд реформ. Высочайший указ 1856 года провозглашал полное равенство в правах мусульман и немусульман, независимо от того, к какой религиозной общине они принадлежали. Был отменен старинный закон о смертной казни за переход из ислама в другую религию, прекратилось взимание джизьи с немусульман, при этом за освобождение их от призыва на военную службу вводился особый налог. Но на практике высшее правительство частично было не в силах справиться со своеволием низших чиновников, частично и само не хотело реализации новых норм, например, к назначению христиан на государственные должности. Поэтому другие народы продолжали борьбу за независимость, поддерживаемую Россией. Но рост ее влияния на Балканах стал угрожать интересам Британии и Франции, которые поддержали Турцию в Крымской войне. Несмотря на поражение России, национальные движения на Балканах продолжались. В 1865 году румынская церковь провозгласила автокефалию. После этого началась секуляризация монастырей. Черногория добилась фактической независимости от Турции. Началось восстание греков на Крите. После 3 лет борьбы оно было подавлено. В 1870 году болгары добились султанского фирмана об учреждении болгарской православной церкви. После русско-турецкой войны, начавшейся в 1877 году, и Берлинского конгресса, Османская империя утратила значительные территории на Балканах с преимущественно христианским населением. Полную независимость получили Сербия, Черногория и Румыния. В конце 19 века христиане чувствовали себя отчужденными от панисламистской политики османского правительства, которое преследовало цель единства мусульман во всем мире. Это был отход от принципа равенства мусульман и немусульман, которые пытались практиковать ранее. Османские власти ответили резнёй на появление армянского национализма. Младотурки пришли к власти в 1908 году и продолжили панисламистскую и националистическую политику, но с еще более радикальными и жестокими методами. Результатом такой политики стала болгарская независимость и последующие Балканские войны. Они закончились почти полным уходом Турции из Европы. Осенью 1914 года лидеры младотурков, стремясь взять реванш за предыдущее поражение, втянули Османскую империю в Первую мировую войну. В ходе конфликта проходили массовые убийства греков, славян и ассирийцев, которых власть считала нелояльными. Намеренный и систематический геноцид армян, который начался в 1915 году, привел к гибели 1,5 миллиона человек в ходе насильственного перемещения, работ в лагерях, голода и болезней. В результате армяне покинули территории, которые занимали на протяжении тысячелетий. Киликии и Восточной Анатолии примерно миллиону удалось бежать, сформировав огромную диаспору. После Первой мировой войны началась война за независимость Турции, в ходе которой происходили массовые убийства и изгнания греков и армян. В соответствии с условиями Лозаннского мирного договора 1 миллион 300 тысяч христиан, проживавших в Турции, были переселены в Грецию, а около 400 тысяч мусульман из Греции в Турцию. Этот обмен населением ознаменовал конец многовековой греческой диаспоры в Малой Азии. В Турции осталось лишь небольшое количество христиан, однако Константинопольский патриархат продолжил свое существование. Оставляйте комментарии, делитесь своим мнением и предлагайте идеи для улучшения контента.